Всем привет! В эфире Metal Detector. И мы продолжаем знакомство с самыми достойными новинками на сцене тяжелой музыки. Сегодня в выпуске вы услышите и увидите по большей части представителей такого отличного поджанра альтернативы, как New Metal. Но не только. Смотрим! Выпуск открывает относительно молодая команда из Швейцарии, записавшая второй реально достойный полноформатник. В музыке группы можно встретить такие направления, как New Metal, рэпкор и джем. Причем элементы последнего вписываются в общее звучание диска как нельзя хорошо. Также хочется отметить мощный жирный гитарный звук, замечательные басовые партии и, конечно же, сильный вокал. У этого альбома есть только один минус – он слишком короткий, всего лишь 33 минуты. Группа из Америки, исполняющая смесь таких жанров, как альтернатив, металл, прогрессив и постгранж, записала четвертый полноформатный диск. Команда была образована в 2005 году, но, к сожалению, до сих пор не имеет той популярности, которую реально заслуживает. Что касается нового альбома, то он получился просто шикарным. Интересная и глубокая музыка отлично дополнена красивым эмоциональным вокалом. Рекомендую всем ценителям качественной альтернативы. Вышел в свет второй полноформатный альбом New Metal группы из Германии. И если на дебютном диске несложно было заметить влияние таких легендарных команд, как Deftones, Rage Against the Machine, Clawfinger и прочих в ту же сторону, то на новом альбоме группа все больше и больше обретает свое собственное интересное и неповторимое звучание. Одним словом, парни не стоят на месте и, как по мне, так весьма удачно экспериментируют с музыкой и вокалом, что поднимает их творчество на новый реально достойный уровень. А на очереди готик металл команда из Греции, выпустившая третий полноформатный студийный диск. Группа образовалась в 1999 году, однако дебютный альбом был выпущен лишь в 2009. Это связано с банкротством лейбла, на котором команда планировала записаться еще в 2002. После этих событий коллективу пришлось временно уйти в подполье и воссоединиться только в 2008. Также, конечно же, нет ничего удивительного в нередких серьезных изменениях состава группы. Однако, преодолевая столь тернистый путь, команда успешно продолжает создавать интересный и качественный материал. И новый альбом – прямое тому доказательство. Американская New Metal Metalcore банда записала напрочь суровый мини-альбом. Команда существует всего несколько лет, но уже успела набрать неплохую армию поклонников,
Что, в общем-то, неудивительно, ведь в музыке парней присутствует и жесткий гитарный саунд, и мощный вокал. Отдельно хотелось бы отметить сложные и необычные ритмические избивки. Это касается как партии ударных, так и гитар. В общем, хоть это и мини-альбом, но 24 минуты безбашенного драйва реально обеспечены. Команда из Штатов, исполняющая прогрессив дэткор металкор, записала 5-й полноформатный альбом. Группа образовалась в 2003 году, однако сменила несколько названий, прежде чем в 2007 выпустить дебютный альбом уже под нынешним именем. Что же касается нового диска, то он получился мощным и довольно жестким, несмотря на обилие электроники. Оккульт сладж прогрессив металл. Именно такое определение дают критики музыки группы из Италии, записавшие очень сильный и интересный второй полноформатник. Альбом, что неудивительно, концептуален, и для полного и правильного восприятия материала слушать его рекомендуется только целиком. И напоследок. Известная американская команда, исполняющая альтернатив New Metal, выпустила вот уже 6-й полноформатный альбом. Группа образовалась в 98-м, и за столь большой срок ее состав не претерпел больших изменений. Однако последний диск был записан без соло-гитариста Джордана Плингаса, игравшим в команде с самого ее возникновения. Что же касается нового альбома, то он получился весьма интересным и разноплановым. Искренне рекомендую. А на сегодня это все. Наши партнеры: Агрессивный рокер, Rock is Ok, Rock Religion, Институт рокеров, Институт благородных рокерш и Рок-Мем. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!